Здравствуйте, львы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Давайте мы посмотрим, что вас ожидает, какие вам карты выпадут сегодня, что интересного произойдет у вас и к чему вам, собственно, нужно быть готовыми. Напомню, что это общий таро-прогноз, он не персональный. Надеюсь, большинству из вас он подойдет и оставит отклик с тем, что происходит в вашей жизни, будет резонировать с тем, что происходит непосредственно у вас. Подписывайтесь, оставляйте сообщения, лайки, если вам видео нравится. Делитесь этим видео раскладом с другими людьми, если вы считаете, что им это видео подходит. Буду также очень признательна. Итак, расклад по дням недели, то есть на каждый день недели я сейчас для львов достану по одной карте. Сначала из основной колоды, а затем из дополнительной. И мы посмотрим, какие, соответственно, сочетания карт у вас выпадут и что интересного произойдет у вас, да, на этой неделе. Неделя с 5 по 11 января. Итак, давайте посмотрим с 5 по 11 января у львов. Что происходит у львов? Понедельник. Вторник. Среда. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, первая карта, карта десятка кубков, карта семьи, карта общения с родственниками, может быть, ощущение счастья, семейного счастья и благополучия, которое у вас здесь ощущается, да, чувствуется. Вот, возможно, вы проводите много времени в кругу своей семьи или ощущаете такое спокойствие за своих близких. Карта десятка кубков. Для кого-то даже карта бракосочетания, для кого-то здесь карта с королевой пентаклей, достатка, стабильности в семье, может быть, какой-то уверенности в своих отношениях, в своем партнере по королеве пентаклей. Это сердечность, это верность в отношениях. Можете решать какие-то финансовые вопросы, касающиеся вашей семьи, ваших детей, может быть, какие-то покупки совершать, опять-таки, на благо вашей семьи. Что-то, что делает вас счастливее. Карта принцесса мечей, карта воздушного знака, да, здесь может быть общение с воздушными весами, близнецами или водолеями, но и в целом принцесса мечей — это шанс узнать что-то, шанс разобраться в чем-то, это хорошая возможность, которая вам может выпасть, если вы будете решительными, вы можете ей воспользоваться, собственно, она будет удачной, успешной, то есть вам нужно быть здесь смелыми и решительными. Но и также здесь можете столкнуться с чьей-то честностью, когда вам честно говорят какие-то вещи, вы узнаете информацию. Карта Луна — это информация, которая была от вас скрыта. Либо вы здесь пытаетесь разобраться в каких-то скрытых для себя вопросах, или в чьих-то скрытых мотивах, или в чем-то, что для вас кажется вот чем-то с таким сумеречным, да, чем-то тайным, чем-то непонятным. Дальше идет карта четверка жезлов. Это карта стабильности в доме и гармонии в доме. Также желание сохранять гармонию, мир и порядок в вашей семье, в ваших отношениях, собственно, по этой карте. И процветание в вашей семье. Вот она, четверка жезлов. Может быть, какие-то семейные праздники, мероприятия, на которые вас приглашают, или какие-то семейные торжества могут для вас также иметь важное значение на этой неделе, ну, собственно, в среду в частности. Итак, львы. Дальше у вас идет пятерка пентаклей. И здесь вот вместе с таким переходом в следующую, да, собственно, в девятку мечей, в состояние недосыпа, переживаний, каких-то волнений. Вы можете волноваться за финансы своей семьи, может быть, за завтрашний день, касающийся вашей семьи. Может быть, здесь речь идет о какой-то оплате аренды жилья, к примеру, то есть какие-то финансовые вопросы, касающиеся жилья, или каких-то вопросов, связанных с недвижимостью, или каких-то вопросов, связанных с переездами, поездками и финансовой составляющей этих переездов. Также вы можете чувствовать себя как будто бы по пятерке пентаклей в семье, но, может быть, не совсем услышанными в каком-то вопросе, или что-то вас разочаровывает, касающееся семьи, хоть вам и хочется гармонии и стабильности в отношениях семейных,
Но здесь что-то вот может как будто вас расстроить. И карта девятка мечей, вы много об этом думаете и можете из-за чего-то переживать, волноваться, прям накручивать себя и ожидать, как будто бы, что что-то пойдет не так. То есть думаете о каком-то худшем варианте событий. Пятерка мечей, прям голова от этого болит. Очень много из-за этого переживаете и ждете неудачи или боитесь что-то потерять. Думаете о том, что ну неужели вот так вот что-то я там теряю или чувствуете позор, стыд за какую-то ситуацию, как будто бы чувствуете свое поражение. Но это скорее такие надуманные здесь для вас вещи, но тем не менее вот накручиваете себя. И карта шестерка мечей здесь опять-таки шанс перемен, шанс хороших перемен, шанс и возможность здесь от худшей ситуации, которая у вас здесь складывается в среду, в четверг, уйти к чему-то лучшему, к более выигрышному, к победе, которая у вас есть в воскресенье. То есть перемены, которые здесь у вас происходят, хорошие шансы на удачу, хорошие возможности. У кого-то может быть поездка, которая в пятницу здесь происходит, и она будет, скорее всего, очень удачная, очень такая благоприятная. Карта шестерка мечей. А карта страшный суд, может быть, какие-то размышления о поездке страшный суд туда, где вы были раньше. То есть возвращение куда-то, где вы были раньше, или кто-то возвращается к вам. Вот здесь вы можете на расстоянии с кем-то переписываться, обсуждать, собственно, эту ситуацию, эту поездку. Вы можете по страшному суду также добиться успеха в каком-то вопросе и получить хороший шанс, возможность добиться этого успеха с шестеркой мечей, когда вы узнаете нечто, что дает вам возможность добиться этого результата успешного. Или сделать какой-то важный выбор, потому что вы изучили варианты, изучили возможности, приняли правильное решение, сделали хороший выбор. Карта король кубков, карта водной стихии, водного знака. Да, может быть общение с водным знаком или какие-то важные вопросы касаются водного знака. Это раки, рыбы или скорпионы. И тут же еще и карта правосудия, весы. Может быть решение какого-то, не знаю, юридического вопроса, бумажного вопроса, каких-то бумажных вопросов, да, в суде или просто даже на работе, хотя это выходной день. Возможно, здесь для кого-то из вас будет дело касаться не бумаг, а спорного вопроса, конфликта с кем-то, где вы выясняете отношения, но при этом по королю кубков будет очень много эмоций, много размышлений, больше о чувствах, о том, что вы испытываете, какие эмоции переживаете, проживаете. Не так логичное рассуждение, логическое, а вот больше эмоциональное по королю кубков. Также вы будете очень любезны в решении каких-то вопросов, будете очень чувственные, эмоциональные, да, соответственно, опять-таки по карте правосудия, возможно, будете просить от кого-то ответственности, просить от кого-то честности. Но сами проявляете, соответственно, качество этого короля кубков, то есть очень мягкого, очень эмпатичного, очень такого любящего проявлять свои чувства. Карта шестерка жезлов, карта победы, карта удачи, карта возможности быть услышанным другими людьми здесь, возможности быть в центре внимания. Вы здесь в целом можете и по тузу мечей как будто бы принимать какие-то решения, которые вызовут восторг у окружающих. Вы можете здесь решить какую-то проблему и решить успешно. Вы можете здесь принять мудрое решение и повести себя решительно в том, чтобы, собственно, его реализовать уже каким-то образом. Можете себя освободить от каких-то обуз, оков и приблизить себя к победе, к успеху. В целом показать себя лидером благодаря такой вот решительности, какой-то гениальности мысли, которую вы здесь можете высказать другим людям, сказать что-то, какую-то идею подать, может быть, в коллективе. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для львов я завершаю. И в целом расклад, может быть, не самый идеальный, особенно вот здесь нужно быть осторожнее, но в целом напишите мне в комментариях, насколько вам видео подошло уже в течение недели. Мне будет интересно узнать вашу точку зрения. На этом я с вами прощаюсь. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и до скорого.